Девочки, всем приветики с наших грядочек. Слушайте, ну вот смотрю, манку развела, корни новые растут. Это хибики. А цвести не хочет. Вижу, уже вроде как надо поливать. Надо поливать. Так, ринхостилис мой здесь корень показал. Поставила ему такую вот подставочку, потому что быстро очень высыхает. Так, а кто хороший, кто цветет? Цветет, девчонки, вот этот дендробиум. Называется он Berry Oda. Прикольно пахнет. Ну, такое. Ну, интересный. Дает с каждой бульбы цветоносик. Вот смотрите, у меня вот только недавно цвел, я резала цветонос. И вот опять, и вот опять. И этот доцветает. У него такие маленькие цветочки аккуратные, ну, классные. Девочки, очень благодарю в очередной раз тех, кто неравнодушен к моим ляпам в уходе. Дело в том, что мне посоветовали девчата, говорит, Аня, поливай хорошенько, вообще, может, на фитиль посади. В общем, я на фитиль не посадила, я его просто, видите, сколько корней нарастил. Заливаю так, чтобы там была вода. Сейчас ее уже нет, сейчас налью. И как только он начал иметь избыток влаги, надо покупаться нам. Я его помою. Отставлю, помою. Это, девочки, я все собираюсь на отъезд. И везде все поливаю. Смотрите, какая леди мармелад. Всех купаю. Ну, не купаю, но вот этого искупну. Я, знаете, кого купала? Уже отцвел. Вот этого. Нобели. Нобели купала, прям вот так затащила и душем пролила таким погорячее. Ну как, не обжигались листья, а так, рука терпит. Наверное, градусов 35 до 40. Ну вот здесь новые бульбочки. Такой красавчик. Так, что тут у нас еще цветет? Цветет у нас еще вот эта красота, она уже начинает отцветать. О, Дасти Белль. Да, Дасти Белль уже сворачивает свое цветение. Сейчас буду, девочки, поливать, чтобы мои ребята недельку не заглядывали, что тут в закрытой системе. Ну, еще влажновато. Ну, немножко брызну водички. Тут у меня ароматная поляночка, вы все знаете. Мой классный Sunset Love. Красавчик. Красавчик. Сегодня солнышко, я прям кайфую. Ой, это тоже мокрый. Ой, даже не знаю. Вроде как поливать бы и не надо. Но, девочки, все-таки пролью чуть-чуть. Добавлю. Ну, чтобы ребята сразу не нервничали. Чтобы они потом попозже, чтобы полили. Так, желтый шоколад. Тоже красивый. Ой, боже, какой он классный, ароматный. Я его обожаю. Но я у него тоже развела манку. Его, кстати, надо полив, наверное, у него полив пропущу. Его надо немножечко подсушивать. Красивый. Он такой мелкашный, смотрите. На фоне Сан-Франциско вообще мелкашный. Девочки, Наташа еще цветет. Наверное, приеду, уже посбрасывает цветочки. А может и нет. Может и нет. Так, этот держится еще бутончик? Держится. Так, Джой Райт. Веселая прогулка. Ну, такое себе. Тоже собрался отцветать. Он такие цветоносы мощные дает. А это вообще здесь, смотрите, какая классная. Так, биглипчики мои. Слушайте, ну прям такой молодец. Такой прям молодец. Еще 2 бутона. И вот такая ветка. Вот этот биглип мелодия, по-моему, или симфония. Ну вот этот цветочек вижу уже все. Как-то странно, он тут в серединке, ну ладно. Ой, ваш любимый Леко Фантастик. Девочки, выцвел. Солнышко и выцвел. Так, моя красотка оранжевая.
Как я ее называла? Арфа. Девчонки меня там поправляли. Я опять забыла. Но она класснючая, яркая такая. Сейчас я вам ее на солнышке покажу. Не все еще тяжелые. Так бывает, что надо поливать. И начинаешь поливать внепланово, потому что надо. Но здесь солнечно, поэтому здесь не стоит бояться. Давай на солнышке. По-моему, Арфа, не? Девочки, надо было мне подписать. Но вы мне опять напишите. Красотка. В общем, я пришла сюда для того, чтобы полить. И надо вот это уже побыстрее все делать, потому что мне надо сегодня еще и приготовить покушать ребятам. И много-много дел. Так, еще мне надо хои полить. Так, вот здесь такой вот тоже биглипчик. Мне написали название. Манта Рандини, по-моему. Такой классный тоже. Из первых. Это ветка вот этого биглипа. Одна сюда, вторая сюда. Так, хоечки тут у меня ветвятся. Котли загорают. Так, хочу я, знаете, кого глянуть? Моего болящего. Болящего моего. Посадила же на наращивание корней своего болящего. Все-таки более-менее нормально. Это мой Поро. Девочки, может, его клещ пожрал? Такие странные какие-то. Или он просто это отек. Кто соображантус? Как отличить отек от повреждения, нанесенного клещом? Вот я смотрю на шею, никакого белесого налета нет. Это, скорее всего, что он пересыхал, а потом мною обильно поливался. В общем, я жду, когда он разбудит корни и начнет их рост. Пока он сидит. Так, я его тут немножко подперла, но он все равно раскачивается. Надо его, конечно, было привязать покрепче. Вот здесь корень у него, видите, вот он торчит. Но он такой, не очень. Ну, надеюсь, что эта система будет на пользу, а не на вред. Постоит, подумает, а потом, думаю, все будет нормально. И еще одна у меня болящая здесь, это у меня каменная роза. Та моя, которая неплохо цвела в этом сезоне. И потом мы ее увидели, что она что-то того. Мы ее пересадили. Но у нее тоже вот похожая ситуация. Тоже не то клещ, не то отек. Фиг поймешь. Но вот этот листик уже растет нормальный. И он растет. Вот здесь лист, снятый мною. А ну корни. Но она просто кора мох. Закрытая система. Так, что здесь? Но пока роста корней я не вижу. Единственное, что я вижу, что она растит лист. Вот этот вот. Дело в том, что вот это место было спрятано. Почему так случилось, я не знаю. Ну, в общем, девочки, я надеюсь, что с ней все будет хорошо. Мы сейчас ее польем. Не знаю, почему они так поступают со своими листьями после цветения. Возможно, может, это действительно клещ? Хотя нет, это, скорее всего, отек. Там фиг его знает, девочки. Вот новые листья нормальные растут. И здесь, и здесь. Ох, какая мука. Я же хотела эту локацию перед отъездом обработать санмайтом. Девчата там меня спрашивали, писали, как и что насчет санмайта. Девочки, либо какая-то комната, там, где никого нет, да, открыли окна, санмайт развели 1 грамм, он акарицид от клещей, 1 грамм на литр. Сначала в маленьком количестве воды разболтали, потом долили водички. За пульверизатор, это контактного действия препарат. И взяли орхидею, одели на себя. Либо на улицу вышли, либо в помещении, да, с открытыми окнами.
закрыли двери, чтобы никто к вам не входил, родственники, соседи, знакомые, друзья, животные. Убрали птичек, рыбок, собачек, кошечек, хомячков, всех убрали. И, значит, в течение... Начали обрабатывать, опрыскиваете с двух сторон, и в пазухе, и везде опрыскиваете санмайтом все, и грунт сверху тоже опрыскивайте, цветонос опрыскивайте, если цветет, обратную сторону листа санмайтом тоже обрызгивайте. Как часто это можно делать? Вообще рекомендуют не чаще раза в полгода. 1 раз в полгода. Говорят даже, что даже можно только 1 раз в год, потому что на него может резистентность у него возникает, не у него, у клеща. А действует этот препарат на все стадии клеща, на личинку, на там все, вот все стадии, которые клещ проходит, этот препарат хорошо действует. Но надо хорошо забрызгать, чтобы, возможно, даже добавить прилипатель. Но я не пробовала. У кого есть с прилипателем опыт, скажите. И, в общем, вы, когда побрызгаете, оставили и 3 часа ушли. Но вы должны были быть в маске, в очках, да, респиратор, если есть, окна пошире, неважно, какая там температура воздуха, ну, как бы, можно на лоджию вынести, открыть окна на балконе, в общем, побрызгали, ну, чтобы ветра не было, чтобы оно не слетало у вас. Если вы в частном доме, предупредите соседей, кто там разводит пчел, чтобы они в это время их не выпускали. 3 часа обсыхают, примерно так, 2-3 часа обсыхают растения обработанные, вы полностью в экипировке, ваших близких рядом нет, вы 3 часа ждете, увидите, появляются пятна белые на листьях, становится орхидея несимпатичная, то есть препарат кристаллизируется на поверхностях, да, и после этого, как он полностью, растение обсохло, кристаллизировалась вот эта вся сумеш, это средство, акарицид, только тогда, часа через 3, вы заносите в помещение. Она уже с поверхности, акарицидная эта смесь не испаряется, вы не надышитесь. Естественно, во время обработки вы не кушаете, не пьете, не курите. Кто курит? Никаких айкосов, ничего не вдыхаете. В рот ничего не тянете, потому что можно отравиться. Если так случилось, посуду, после которой вы разбавляли, возьмите какие-то ненужные чашечки, бутылочки, утилизируйте. Ну, брызгалку, конечно, помойте. Остатки, если остались, слейте в канализацию. Вот так вот. Красота. Ну, в общем, ну, девочки, ну, вот так вот. И насчет действия. Через 15 минут после нанесения препарат начинает действовать. Через 15 минут. Очень быстро. Погибает основная масса вредителя. От всех видов клеща. От всех. Понимаете? Пробуйте. И что интересно, действует он на растении, работает 6 недель. Вы скажете, а что ж дальше? А что ж дальше? А вдруг залетел, лето впереди? Ну, дальше мы с вами берем какой-то другой, ну, не сразу через 6 недель. То есть мы знаем, что 6 недель у нас санмайт действует. Но 2-й раз санмайт нельзя использовать. Вы просто будете бесполезно себя травить и растения. Понимаете? Все, клещ уже его попробовал. Все равно там... Что такое резистентность? Смотрите. То есть клещ же не 100% погиб. Но не 100%. Где-то единичные особи остались. Те, которые выжили после вашей обработки. Но они просто такие, знаете, слегка им нехорошо. Но выжившие дадут потомство, которое уже будет к этому препарату иметь резистентность. То есть на него, на потомство этого выжившего клеща, которого обработали, а он не сдох, так повлияет, что он даст потомство, на которое уже это влиять добавка не будет. Но если пройдет год после обработки, и этот выживший, он же столько не будет готов, много поколений клеща, он столько же не будет жить, этот клещ, да?
он даст много поколений, вы где-то там каким-то биопрепаратом их количество урегулируете, каким-то другим акарицидом будете использовать, да, разные другие виды. И в итоге через большое количество поколений уже информация генетическая о том препарате, санмайте, например, да, она уже исчезнет. И все. И через год можно один раз опять этим препаратом обработать. Так что вот так, девочки. Может, я что-то неправильно понимаю? Поправите. Так, значит, сейчас буду поливать. И мне надо хоечки полить. Смотрите. Ротундифлора. Хо-хо-хо-хо. Мне так нравятся эти огурчики. И у меня здесь уже надо сегодня успеть посадить с Костей. Вы все видели наш горох. Чтобы вы понимали, наш горох уже и корни дал, и листья. И уже тут надо полить. Костя совершенно не следит за своим огородом. Это, девочки, кто смотрел, проект у нас в школе. Проект, это я буду с успехом поливать. 2 капельки на пол-литра добавляю. А это хоечку я срезала, обсыхает. Еще надо пару череночков девочкам надо отправить. Короче, у меня сегодня очень много дел. Проект в школе по довкилю. Я так поняла, по довкилю. Полью. Тут бедные тут уже высохли. Как вот надо проращивать горох, потом высадить. И, в общем-то, не знаю, будет ли тот момент, когда мы будем его есть. Я, кстати, Лимоши кидала парочку, но она что-то не захотела есть. Говорю, Лимоша, это микрозелень. А смотрите, там какая-то покрылась плесенью, надо выкинуть. Видите, с плесенью. В общем, девочки, сейчас буду разбираться. Придет, скажу, давай, не сегодня в кино пошли перед каникулами. Каникул неделя, оказывается, мама даже не знала. А, подождите, я же вам не показала невесту. Смотрите, какая красивая невеста. Принцесса. Чё невеста-то? Принцесса. Ой, и принцесса доращивает кончик. Такая молодец. И она у меня же на реанимации. И так и осталась в этой посадке. Внизу керамзит. Высохла уже. А здесь мох. И она так хорошо пошла. Мне прям нравятся. Такие листики хорошие. И вот дала такую хорошую стрелку. Красота. Красота. В общем так, сейчас я это быстренько по чуть-чуть подоливаю. Я долью где-то вот так на 2 пальчика закрытые системы. Тут практически все закрытые. Этого тоже хорошо полью, потому что он держит большое количество цветов. Здесь не доращивает, здесь уже доращивает бутончик. В общем, ну вот моя любимая стоечка у сына в комнате. В общем, девочки, а эти, я думаю, все будет с ними хорошо. И они пойдут в рост. Ну вот бывают такие периоды у нас, когда где-то не досмотрели, где-то мы не доработали, скажем так. Так, кстати, девчонки, у меня же цветет тут лакуноза эскимо. Она в некоторых местах сильвер, там где солнышко заходит, а в некоторых местах не сильвер. Ну, я думаю, что она тоже симпатичная. И кругом цветоносы. Вечером, как начинает тут пахнуть, дисхидия тоже цветет. Так, это у меня здесь сигилатис. Но хочу увидеть цветение, пока не цветет. Я так периодически подстригаю. Девочки, если просят, я его подстригаю. Так, Матильда. Матильда. Правильно я говорю? Матильда ж? Господи, что я всем забыла. Что я засомневалась. Красавица тоже. Такие листики у нее. Ну вот цветоносики. Вот цветоносик. Их немного, но она что-то... А вот еще цветоносик. Не сильно так цветет, как эскимо лакуноза. Как вообще лакуноза. Дело в том, что она мне только 2 раза цвела, по-моему, да. Это гибрид карнозы обычной, классической, на серпенс. Вот такая красота получилась. Она у меня со сплэшиком.
Матильда Сплэш. Но он у меня не явно выражен, хотя здесь, в принципе, солнечная сторона. Ну вот ус ушел в сторону, все, Матильда стала без родинок. Так, и мне писали: Аня, как там твоя Ваети Триколор? Что ты ее не показываешь? Девочки, вот она. Смотрите, какая пышнючая. Вот, чтобы вы видели по сравнению с рукой. Я там высылала кому-то черенок, и девчата пишут, что что-то он стоит 2 листика на месте. Девочки, да, она так себя ведет. Она сначала стоит на месте, а потом я написала, чтобы целлофанчик на нее одели или в тепличку. И потом она пойдет. Такая классная, прям пластиковая. Я ее обожаю. Она вот дала еще новый усик розовый. Умничка. В общем, такие красотки. Пересадила я Надюша, Архалю Парахаман, дарила мне вот эту красоту. Помните, грибы высылала, кору, мох у нее замечательный. И вот Надюша мне прислала, она не знает, кто это за чудо, что за чудо. И вот Надюша сама сплела вот эту красоту. Обожаю, когда ручками делают, молодцы. Подарила мне вот это вот и орхидею, и вот эту красоту. И она была в стаканчике. Смотрю, что ей там уже мало места. В общем, я ее в плагрон посадила. В плагрон поливаю. Ну, вроде так. Пока я недавно посадила, пока корней не вижу растущих, но думаю, что ей понравится. В плагрончике здесь на стеночке. Мне самой так интересно, что ж это за орхидея. Вижу, что какая-то культурная. Ну, в плане... И так я сказала, возможно, какая-то сортовая такая, не коммерческий сорт, а что-то интересное. Прям интересно, такие листики у нее. В общем, девочки, вот такая моя Ваети. Так, тут моя Ребекка, тоже вот растет ус. Все никак, девочки, я не доберусь, ее надо перевесить на солнечную сторону, она нехило так загорает, и у нее не зеленый лист будет, а загоревший. В общем, надо будет. Так, ну здесь мои такие косы. У Костика здесь очищается воздух натуральным фильтром. В общем, красота. Кто будет заказывать хоечки, тоже когда я приеду. И дай бог, чтобы все прошло хорошо, чтобы мы с вами насладились всем нашим вот этим приключениям. И кто будет заказывать хоечки, вы прям пишите: Аня, кинь нам вот эту вот в подарок красоту, очиститель воздуха. Вы скажете очиститель воздуха, я буду знать, что вы имеете в виду вот этого красавца. Пьет, конечно, как не в себя. Я столько воды в него лью. Но даже вот ему жарко, сушит кончики. Надо чаще поливать. Вообще надо брызгать. В общем, девочки, такие вот наши дела. Все, собираюсь. Ой, я как представлю 30 часов в дороге. Мне вот это что-то так сильно страшно. Так, мой замик. Но уже потом по приезду его буду мыть. Тоже весь пыльный. В общем, вот так. Покажу вам сверху эту красоту. Великолепную. Иду собирать. Сейчас быстренько долью, кого не полила. И иду соберу еще посылочку. Мне надо еще, девочки, биточки нажарить. Потушить капусту с мясом. Ребятам, ну не знаю, буду варить борщем или нет. Может быть, даже сварю борщ. Еще к маме зайти. Короче, столько планов. Это моя куртиська. Такая вот, видите, класснючая. Куртисия вообще замечательная. Она у меня, видите, такая со сплэшиком. Я цветения ее не видела, но она мне нравится такая пушистая. Тоже любит очень попить. Сейчас в активном росте, но почему-то растет, ветки растут от окна. Боже, у Кости такой бардак на полке. Вот каникулы начинаются, будет у меня он занят. Буду звонить и говорить: Костя, прибери там, сделай то, сделай это. Ой, такой красивый этот оранжевый Sunset Love. Просто горит. Все, девочки, всем пока, всем обнимашки. До скорых встреч в эфире. Пока-пока.